Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна. И вчера ко мне приехали 3 новинки от издательства US Game Systems: Таро Декоратив, Таро Бездны и Таро Сердца и Рук. Обзор мы начнем, пожалуй, с Таро Декоратив, авторства Чиро Марчетти или Маркетти, кто как любит, поскольку очень многие восхищаются его творчеством. Итак, премьера колоды состоялась в июле 2021 года. В продаже премьера состоялась именно на рынке масс-маркета. В продаже появилась она где-то на стыке июля-августа. Цена около $30. Как мы видим, колода поставляется вот в такой красивой, плотной и нестандартной по размерам коробки, состоящейся из 2 частей. Сзади мы видим маленькую царапину, это моя вина, иногда я вот такой неуклюжий рукопоп, который может так небрежно открывать посылку. Описание, в котором говорится, что Таро Декоратив искусно сочетает в себе элементы 2 основ современной практики Таро: Таро Уэйта и марсельского Таро. Известный художник Чиро Марчетти предлагает уникальный взгляд на классическую иконографию Таро, отдавая дань и уважение традициям, а также делая акцент на современной чувственности, благодаря своему фирменному стилю магического реализма и используя элементы дизайна арт-деко. Младшие арканы включают графические виньетки в стиле Смита Уэйта, но также подчеркивает расположение предметов масти. Иллюстрированный путеводитель, написанный автором Таро Ли Берстеном, исследует историю, миф и религию, скрытые в 22 триумфах, старших арканах, и включает в себя углубленный курс по нумерологической интерпретации младших арканов. В качестве бонуса книгу можно использовать с традиционными колодами марсельского Таро или даже игральными картами. Вместе колода и книга могут быть использованы для расширения и углубления вашей практики Таро и служить мостом между марсельским Таро и традициями Смита Уэйта. Итак, крышка прилегает плотно. Первое, что мы видим, это полноценный мануал, в котором плотная бумага и черно-белые рисунки. Книга на английском языке состоит из предисловия, в котором рассказывается о самой колоде, что она состоит из 22 карт триумфа, то есть старших арканов, 16 карт суда, дворовых арканов и 40 пип-карт, дословно карт зернышек. Если я неправильно перевожу, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Это младшие арканы. Также информация о стиле данной колоды. Говорится, что в инструкции говорится, что здесь предоставлен нумерологический метод для чтения карт младших арканов. И также, поскольку надписи на картах представлены на французском языке, мы также видим перевод арканов на английский, нужно также обратить внимание на отличие между названиями арканов в системе Уэйта и марсельском Таро, которые использованы в колоде. Таким образом, маг — это у нас жонглер, верховная жрица — папесса, иерофант — папа, смерть — карта без имени, башня — дом бога и справедливость — это у нас 8-й аркан, а сила — 11-й. Дальше предисловие от самого Чиро, в котором он описывает свои мысли,
как появилась колода, рассказывает, что создавал колоду посредством сравнения карт марсельского Таро и Таро Уэйта и старался сотворить вот такую свою золотую середину. Но вместе с тем он старался быть верным этим колодам, но не дублировать слепо их. Дальше. Он делает заметки о некоторых старших арканах, где он описывает свои ощущения, как он создавал те или иные арканы. Как я уже ранее говорила, это шут, маг, верховная жрица, императрица, иерофант, влюбленные, колесница, справедливость, отшельник, колесо фортуны, сила, повешенный, смерть, умеренность, дьявол, башня, звезда, луна, солнце, суд и мир. Дальше информация о нас, общая информация о Таро, это история, это символизм и интерпретация аркана. Сначала у нас идут старшие арканы и карты, и придворные арканы, а потом младшие. Итак, давайте рассмотрим на примере нулевого аркана интерпретацию, которая представлена в мануале. Итак, дурак. Когда мы начинаем поиск прорицательных значений в триумфах, первый в последовательности это дурак, который сразу дает нам подсказку. Если мы посмотрим на его роль в игре Таро, дурак был дикой картой или картой оправдания, которая могла быть использована в любое время вместо карты триумфа. Таким образом, когда мы видим, что дурак в раскладе, что выпадает дурак в раскладе, мы можем сказать, что он представляет нам неожиданную возможность. Другое, наиболее очевидное значение – быть дураком или вести себя как дурак. Дурак, как он представлен в декоративном Таро или марсельском Таро, это странствующий шут. Хотя мы больше знакомы с придворными шутами, как с литературными фигурами, как, например, в «Короле Лире». Странствующие шуты были более многочисленны, они путешествовали по сельской местности и выступали перед простым народом на рынках и собраниях. Он несет свои вещи в связке на палке, а собака рвет его штаны. На карте Таро декоратива его трость превращается в шутовский скипетр, называемый марот, увенчанный крошечной шутовской головой. Таким образом, мы можем рассматривать дурака как шута, комика с подрывным юмором, который может передать остроумные социальные комментарии с дозой юмора. Хотя он не имеет номера и считается дикой картой, его часто рассматривают как олицетворяющегося в путешествии, прогресс которого символизируется остальными триумфами. Если карты разложены в числовом порядке, слева направо, дурак, жонглер, попеса и так далее, то дурак кажется идущим им навстречу остальным триумфам. Таким образом, он представляет путешествие, особенно его начало. Наконец, если говорить более глубоко, наш дурак может быть святым дураком, проявляющим безумную мудрость, или божественное безумие, обозначающее религиозную преданность.
которое воспринимается другими как глупость или безумие. Ключевые фразы: неожиданность, глупость, юмор, особенно подрывной, начало путешествия, духовная преданность, не заботящаяся о внешнем мире. Итак, дальше у нас информация о придворных арканах, то есть так называемые, здесь говорится, называемые карты суда, которые мы должны воспринимать как промежуточную зону между старшими и младшими арканами, где пересекаются глобальные вопросы и повседневные заботы. Также здесь говорится о том, что используется 4 старших аркана для интерпретации придворных арканов. Таким образом, дурак у нас используется для пажей, колесница для рыцарей, императрица для королев и император для королей. Придворные арканы черпают подсказки из старших арканов. Таким образом, они позволяют нам увидеть старшие арканы с позиции ежедневной жизни. Например, король кубков олицетворяет милосердную и сострадательную сторону императора. По придворным арканам у нас прописаны вот только ключевые фразы. Дальше. Младшие арканы. Данный раздел – это подробное описание нумерологического метода интерпретации карт. В младших арканах изображены небольшие сцены, относящиеся к системе Уэйта. Поэтому во время просматривания арканов вы увидите много знакомых сцен с таких колод Чира, как Золотое Таро, Таро снов, Таро божественного наследия. Но когда мы начнем просматривать арканы, вы поймете, о чем идет речь. Дальше нам рассказывается о 2 ядрах нумерологического чтения. С помощью мастей, да, здесь нам дано ключевое слово и пояснение. Таким же образом прописано и нумерологическое значение карт. Дальше объясняется, что мы должны во время интерпретации расклада учитывать также специфику кверента, вопроса и позицию в раскладе. Также здесь дан метод запоминания карт. Дальше пример расклада и пример интерпретации расклада. Дальше у нас информация, скажем даже так, рекомендаций по сочетанию номеров и мастей. Дальше более подробно расписаны значения мастей, номерных арканов и таблица, вот такая таблица ключевых слов мастей и номерных значений. И, наконец-то, значения младших арканов. Давайте рассмотрим на примере туза мечей. Итак, вдохновение – это то, с чего все начинается. Когда вы отправляетесь в путешествие к новым планам, новым взглядам на вещи, новому или чему-либо новому, туз мечей – это начало пути, прямо за вашей дверью. На самом деле речь идет скорее о потенциале и возможностях, чем о полноценном плане. Возможности. Что-то услышанное или прочитанное вами находит отклик и остается в вашей памяти, создавая плодородную почву для расцвета новой идеи или мировоззрения. Вам пришла в голову новая идея или метод, но вы еще не составили подробного плана, чтобы опробовать
его. Разные люди постоянно появляются в ваших мыслях, как потенциальные романтические партнеры. Но вы хотели бы иметь постоянные отношения, чтобы ваш разум мог успокоиться. Виньетка Таро декоратив. Рука предлагает коронованный меч. Парящая пустая корона говорит о потенциале успеха, который необходимо исследовать. И в конце у нас еще 10-карточный расклад и быстрый, скажем так, словарь по арканам. Ну что ж, это была очень долгая часть по предлагаемой книге, но она стоит внимания. Каждый найдет для себя что-то интересное. Ее предлагается также использовать, если мы работаем по системе Уэйта. Тем более эту книгу нужно прочесть, ведь автор дает нам свое видение каждого аркана. Ну что ж, с мануалом мы, пожалуй, закончим и перейдем непосредственно к нашим картам. Итак, карты здесь матовые. Идеальная вырубка, ничего нигде не сыпется, не кошлатится. Цветопередача и качество печатей отличные. Все, как всегда, в US Game Systems. Здесь не к чему придраться. Картон здесь плотный, но не тонкий. Я бы сказала, что толщина средняя. Вот таким образом выглядит рубашка. Карты, как мы видим, сделаны вот в таком витражном стиле. Единственное, на что, скажем так, мне в некоторых моментах не понравилось, это то, что лица персонажей не всегда смотрятся гармонично с остальной картинкой. Вот знаете, данная колода мне немножко напоминает колоды вот Таро снов, Таро божественного наследия. Вот это что-то сделано в этом роде. Ну что ж, давайте переходить к ознакомлению с нашими арканами. Итак, поехали. Дурак. Жонглер или маг. Папесса. Верховная жрица. Императрица. Император. Иерофант. Влюбленные. Колесница. Справедливость. Отшельник. Колесо фортуны. Сила. Повешенный.
Карта без названия, то есть смерть. Умеренность. Дьявол. Дом Бога или башня. Звезда. Луна. Солнце. Суд. Мир. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Пятерка мечей. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Да, это о чем мы говорили. Маленькие виньетки системы Уэйта в младших арканах. Девятка мечей. Десятка мечей. Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева мечей. Король мечей. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Король жезлов. Пентакли. Туз пентаклей.
Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. Пятерка пентаклей. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей. Паж пентаклей. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. Король пентаклей. Туз кубков. Двойка кубков. Тройка кубков. Четверка кубков. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Рыцарь кубков. Королева кубков. Какая она красивая. Я как бы больше любительница королевы пентаклей и императрицы и жрицы. Но эта королева, она прекрасна. И король пентаклей. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что колода отличного качества. Ее приятно держать в руках. Зайдет она, конечно, не всем. Во-первых, не каждый работает с французской школой. Во-вторых, не все любят стиль Чиро Марчетти. Даже поклонникам его творчества нравятся не все его колоды. У него каждая колода может и выполнена в одном стиле, но смотрятся они иначе. Покупать ее или нет, решать именно вам. Напишите свои впечатления по поводу Таро Декоратив в комментариях, находится ли она в ваших хотелках. А я благодарю, что досмотрели до конца. Желаю всем хорошего дня, до новых встреч. Пока-пока.